Всем привет! Последние деньки августа 2020 года. Очень сильно у нас прошлись дожди. Но вот я смотрю, треска у меня нет. Слава богу. Потому что я все подкармливаю кальцием. У меня есть видео. Кому интересно, можете посмотреть. По-моему, называется там «Чтобы ягода не трещала». Что-то в таком духе. Те, которые я обработал кальцием, ягода не треснула однозначно. Многие жалуются, что трещит даже в теплицах. По треску у меня всегда был лидер Кишмиш 342. Треснутых ягод я не вижу. Его я тоже подкармливал 2 раза за сезон. Во время роста ягод и налива ягод. Вот посмотрите. Обманул. Одна есть какая-то треснутая, но это детский сад. По сравнению с тем, что бывает с 342. Кстати, хочу попросить, чтобы помогли определить сорт. В том году все проголосовали, что это Зилга. Высылали фотографии Зилги и Минского розового. Вот, кстати, Минский розовый якобы должен быть розовым. И некоторые прислали фотографии, они как раз один в один, как мои. Такого темно-синего цвета. Так что вот, северяне, у кого что-то есть, и тот, и тот. Помогите определить. Грозди всегда плотные, я их прореживаю даже. Лист очень большой. Я всегда оставляю на пасынке по одному листу, потому что они огромные и длиннющие. Внутренняя часть листа с легким опушением. Сильно рослый. Из болезней может подхватывать аидиум, кстати. Вот даже здесь видно. Но это ему как бы не мешает ни лозе не вызревать, ничего. Он довольно устойчивый. Но имеет место быть. Вот форма листа. Вот коронка. У кого есть такие сорта, посмотрите, сравните, может кто подскажет. И, кстати, его я кальцием не подкармливаю никогда. Но вот как раз в этом году я обнаружил на нем треск. Ягода начала трескаться. Грозди я разрыхлил, они не очень плотные, но все равно ягода трещит в этом году. Так что его надо будет тоже кальцием обрабатывать. У него кожица довольно плотная и, в принципе, никогда не трещал. Не знаю, что с ним в этом году случилось. Но, опять же, повторюсь, обилие дождей было такое приличное. Ни один сорт у меня в этом плане не пострадал, только он. Тот, который устойчивый. Еще раз посмотрите внимательно вот на этот куст. Сколько я не сравнивал, так и не определился. Все-таки на Зилгу он не очень похож, как меня в этом не убеждали. Вот давайте я ягодку сорву. Она такая белая мякоть, немножко слизистая, но вполне. Она, кстати, ну не такая, как альфа. Она съедобная, кожица более-менее съедаемая. Жуется с трудом, но жуется. Вот такое оно внутри. Ну, еще, конечно, не готова она. С изабельным тоном, но приятный изабельный такой тон. Так что, у кого есть нечто похожее, пишите в комментариях. Все-таки я на сегодняшний момент склонен думать, что это Минский розовый. Кстати, тоже был кандидат на удаление, но судя по тому, что он довольно неплохо несет нагрузку, пока его оставил. Но он занимает 5 метров у меня. Как только у меня сортов будет побольше, которые будут плодоносить, скорее всего, конечно, все равно от него избавлюсь, но просто интересно, что за он. Вот срезал одну гроздь, в принципе, она съедобная для разнообразия. Мои хотят что-нибудь с Изабеллой,
Вот это у меня единственный, который с такими тонами. Вот смотрите. Очень уплотненная гроздь. Вот из-за этого она и лопается. Хотя кожица у нее довольно толстая. Хотя я прореживал ее. И все равно прореживание не сильно вот помогло в этот раз. Потому что она сильно так налилась. Очень крупные ягоды. Вот такая гроздь. Как кукурузина. Аркадий у нас любитель потрещать. Ну вот, посмотрите. Ягодка вся целая. Я треска не вижу. Она уже, кстати, размягчается. Аркадия в этом году, дай бог, чтобы была вовремя. Это кадрянка. Она, кстати, ягодка немножко даже начала увеличиваться. Потому что она вообще горох горохом была. Я уже на нее и внимание перестал обращать. Вон видно. Сплошной горох. Ну, немножко крупненьких есть. Так как моя дочка его любит, на покушать ей будет, в принципе. Треснутых ягод тоже нет. Вот она с Аркадией вперемешку идет. Так что по треску те кусты, которые я подкармливал, повторюсь, кальцием. Кальций спасает от треска ягод. Это уже проверено. Вот еще гроздочки. Короче, кадрянка в этом году мало спечалит. Вот, кстати, в этом году, как ни странно, нет. Что-то их вообще не видел в этом году. Пчел видел, ос не видел. По идее, должны были уже напасть давным-давно, но что-то как-то и нет. Но, видимо, в этом году им есть что покушать. Так, это Алешка, стукаем в перемешку. В принципе, они уже готовы, мы их потиху поглощаем. За Алешкой глаз да глаз нужен, вон опять, зараза, хватает милдию. Никак не хочет он нормально здесь себя вести. Ну, все как обычно. Честно говоря, он меня с одной стороны, у меня двоякое к нему отношение. С одной стороны, он мне нравится, с другой стороны, напрягает. Так что, когда у меня сортов побольше будет, я их рассадил уже. Когда все заплодоносят, скорее всего, кандидат на удаление будет. Стукаем на пару. Тукай плохо опыляется всегда. Еще кандидат на удаление. Это у меня блестящий. Ну, в принципе, ладно, ему 3-й год. Посмотрим. В общем, по вызреванию лозы у него засада в моих условиях. Лоза ломается, очень хрупкая, хлипкая. Ну, посмотрю. Ягода, конечно, вкусная, но еще понаблюдаю. Вот у меня на 2-й год он был метра по 4, а вот на 3-й по метру обрубки. Потому что 3 побега больших сломалось, 1 остался. Я кое-как из него сформировал, что-то с корня пустил, но в этом году он вообще, как я его не кормил, не ухаживал, не хочет. Ну, Каталония порадовала в этом году. Она шла, кстати, ноздря в ноздрю вместе с блестящим, но она ведет себя получше. Мы уже пару гроздей съели. Вот уже буду потиху. Она, кстати, на ощупь дубовая, но сладкая. Я так понимаю, она размягчаться не будет. Она такая сама по себе. Так что ягода, кстати, вкусная. Она на кадрянку похожа. Хотя не факт, что она набрала все свои кондиции. В любом случае, я еще подержу, хочу понаблюдать. Хочу посмотреть, как она поведет себя. И что по вкусу у нее. И вот еще из молодняка самбо. Мелкая. Ну, это сигналка, тоже 3-й год. Это сигналочки, поэтому пока простительно. Набирает окрас, розовеет. Пока еще я пробовал, пока еще не готово. Я думаю, неделька уже будет. И из того же молодняка больше всего меня радует, тоже 3-й год, это Лора. Правда, ягодка в том году, кстати, крупнее была, в этом году она мельче. Попробовал. Еще не готово, но уже кислота уходит.
Поэтому будем с ягодой в этом году. Несколько оставил гроздочек. Ну, больше всех радует, конечно, 342 в этом году. Это вот та гроздь, которую я не прореживал. О, сглазил. Шершень появился. Всегда, как только скажу, что ос нет, сразу появляется. Который прореживал, ягодки немножко покрупнее. Который не прореживал, ягодки мелкие. И гроздь плотная. Но не трещит, не давит сама себя. Это хорошо. Она, кстати, уже очень сладкая. Самая съедобная из всех. У других сахар есть, но не такой. Этот самый яркий такой сахар. Самая сладкая на сегодняшний день. На конец августа. Из технарей вот Платовский уже доходит до кондиции. И Маршал Фош. Вот он потемнел. Прошлую неделю он только начал окрашиваться. Сейчас уже довольно-таки черный. Но ему еще висеть и висеть. Там он еще один Платовский. Что-то Платовский плохо идет. Маршал Фош, кстати, шикарно. Прет как танк. Элегант в этом году ягодка вообще такая крупная. И гроздь сформировалась. Обычно гроздочки были маленькие, ягодки были крупные. В этом году и гроздь, и ягода меня радует. Но еще кисляк. Хотя у него, кстати, ягода размягчается быстро. Но после размягчения еще там недели и 2, и 3 может пройти. Как бы для этого сорта размягчение это абсолютно не показатель. Как для Каталонии не показатель то, что она вообще не размягчается, как я понял. И кадрянка, кстати, тоже она не размягчается, она довольно всегда упругая. Ладно, на этом такой мини-обзорчик закончен. Всем пока. Удачи, хороших урожаев.